Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики и гости канала Визаша. С вами Наташа. Сегодня у нас 15 августа 2024 года. Хочу показать вам, что я связала за последнее время, хотя это не совсем много. И это не только игрушки, но все-таки хочу, раз я веду канал, хочу с вами делиться, да, что я делаю и что вяжу. Перед вами вот такой чудесный котик, но мы о нем поговорим с вами чуть-чуть позже. Вначале я хочу поговорить про YouTube, про то, что на территории Российской Федерации где-то грузится, где-то не грузится. Я живу в Республике Беларусь. У меня все, по крайней мере, на сегодняшний день все хорошо. Видео загружаются, я могу и смотреть, и загружать видео на YouTube. Но так как моя основная часть подписчиков – это территория Российской Федерации, поэтому, девочки, мальчики, кто на меня подписан, у меня есть Дзен. Конечно же, я выкладываю туда тоже свои видео и на Дзен. Поэтому, пожалуйста, если вы все-таки сможете посмотреть это видео, и кто еще на меня не подписан на Дзен, то, пожалуйста, перейдите по ссылочке, подпишитесь. Все мои видео есть полностью и на Дзен, на площадке Дзен. Больше, в принципе, у меня есть Инстаграм, но я его не развиваю, как-то особо сильно не веду. Но могу оставить Инстаграм. Может быть, кому-то это будет интересно, но совсем в Инстаграм я совсем, как бы не активна. Вот. Телеграм-канал я пока не заводила, думаю на эту тему, размышляю, может быть, все-таки стоит завести. Обычно в Телеграм остаются только такие вот самые-самые, да, кто готов все время к общению, кто готов все время к какой-то информации, которая выкладывается, можно сказать, онлайн все время, да, вот. Но надеюсь, что у меня тоже такие подписчики будут. Поэтому, ну, и когда я об этом сделаю, я об этом сообщу дополнительно, если я заведу телеграм-канал. Ну и теперь давайте поговорим про вот этого чудесного котика. Я его никак не назвала. Этого котофея. Связала я его для своей сотрудницы. Я вам говорила как-то, да, вот в предыдущее видео, которое у меня было, я показывала вам собачку, помните? И говорила о том, что меня девушка на работе попросила: свяжи мне котика, собачку, котика и енотика. Вот собачку я ей связала, я показывала вам в прошлом видео. Котик вот, у меня готов. Такой вот чудесный, очень мне он нравится, такой котик. Сейчас вам все расскажу. И мне осталось связать енотика. Енотика я уже тоже начала вязать. Ну, скорее всего, енотика. Могу показать вам только голову. Да, наверное, покажу вам голову. Может быть, кому-то из вас тоже понравится, и вы захотите тоже такого енотика связать. Так, ну что тут в этом котике? В этом котике я использовала пряжу. Посмотрите, какую. Видите, такая необычная пряжа. Да? Неоднородная. Как-то давно я вам ее показывала, эту пряжу. Но это было уже давно. Китайская пряжа. Очень-очень дешевая, на мой взгляд. Сейчас я вам покажу, как она выглядит, и метраж расскажу. Так, давайте отодвинем нашего котика. И вот пряжа. Ну, другой оттенок, конечно, но все равно, да. Посмотрим. Хлопок 35%, акрил 65%, в 50 граммах 90 метров. Если Ярнар Тарт джинс 160 метров, да, в 50 граммах, то здесь 90. То есть она достаточно гораздо толще. Эта ниточка, чем Ярнар Тарт джинс. Стоит 2 рубля 90 копеек на наши белорусские денежки. Это меньше доллара. Доллар у нас 3,2. А тут 2,9. Ну, как бы покупала-то я ее уже, по-моему, зимой. Еще покупала. Ну, вот китайская, видите, такая вот. Но мне она нравится. Эта ниточка мягенькая, довольно-таки комфортно ей вязать. Скруточка неплохая, хорошая скруточка у нее, у этой ниточки. Поэтому, если вы где-то будете видеть, я, по-моему, и платьишки вязала какие-то по игрушкам, или штанишки, что-то такое вязала с нее уже. И мне всегда нравится. У меня она разных оттенков есть. И желтенькая, и красненькая, и зеленая, вот такая коричневая.
Вот, ну, как бы такая вот пряжа. Так, кто автор? Это платный мастер-класс на этого котика. Автор Юлия Филиппова. Посмотрите, пожалуйста, вот автор Юлия Филиппова. И мастер-класс называется «Котики-брелочки». То есть, если бы я вязала с Yarnart Art Jeans или с пряжи, которую предлагает автор, а автор предлагает, я, конечно же, не буду вам его показывать, это платный мастер-класс, я только скажу вам, ну да, Yarnart Art Jeans, Gazal Jeans, Alize Cotton Gold, любую из этих пряж автор предлагает, то получились бы вот такие чудесные брелки. Вот такие брелочки. Ну, мой похож, правда, получился. Ой, Котофеич мой. Похож, только получился достаточно такой большой. Сейчас скажу, сколько он ростом получился. Поэтому, если вы будете использовать какую-то другую пряжу, не обязательно такую, конечно, как я использовала, но потолще, не такую, как Yarnart Art Jeans, то у вас получится достаточно вот такая вот хорошая игрушечка. Вот. Так, автора вам озвучила. Платный мастер-класс можно найти. Я покупала на Бусти, но нашла мастера в ВКонтакте. Написала ей и потом, конечно же, перешла на Бусти и приобрела данный мастер-класс. Вот. Что я сделала не совсем... О, кстати, мастер-класс недорогой, и в нем два варианта игрушки. Можно сделать вот такую вот в таком свитерочке игрушечку. И второй вариант, сейчас я на картинке вот на этой распечатке покажу, это вот такой вот вариант, когда вяжется пузико. Вот такое, в принципе, похоже, да, котики, но здесь пузико по-другому, и по-другому вот эти вот ноготочки по-другому сделаны. Вот. Ну и я немножко тоже совсем... немножко не так связала, потому что хотела, чтобы кофточка снималась. Вот это. Там в мастер-классе вяжется суцельно, то есть вяжется сразу свитерочек. Вот. И ничего не снимается. Я же сделала на пуговичках, чтобы снималась. Шапочка не снимается, шапочка пришивается. Глазки приклеены. Вот мордочка вывязывается, пришивается. Кстати, в мастер-классе там приклеивает, по-моему, мастер, она носик приклеивает. Потом вот эти вот для глаза, вот эти глазницы тоже приклеивает. Я не люблю ничего приклеенного. Я все пришивала, полностью все пришивала. И носик пришивала, и вот это, кроме глаза, глазки приклеивала. Вот. Таким образом. Шапочка чуть-чуть наполнена холофайбером там. И сделала усики. Вот, если вам видно, сейчас. Вот, видите? Вот такие вот усики сделала. Вот, можно было еще вот здесь вот, где бровки, сделать. Использовала для усиков... так, мононить вот у меня. Ну, можно леску тоненькую какую-то. У меня была под рукой мононить. Я использовала ее. Вот, мононить. Ну, что еще про него можно рассказать? Когда я начинала вязать, мне как-то вообще показалось странно. Выглядит эта пряжа, как-то мне не очень нравилось, как это выглядит. Я и своей девочке говорила, говорю, что-то мне не нравится. Но в итоге, когда я уже собрала игрушку, когда вот я связала и пришила ручки, мордочку, ой, он просто ожил, этот котик. Мне он очень понравился. Он такой вот чудесный. Такой вот у него мордочка такая, как бы такой, дай покушать, дай покушать. То, не так, ну и что я такой толстенький. Все равно я хочу покушать. Не знаю. Мне он такой прикольный кажется. Вот. Хвостик пришит у него. Там в мастер-классе и ручки вот так вот пришиты. Они как-то вот так пришиваются. Вот так вот пришиваются. Но я не стала уже этого делать. Вот так. Как бы варианты возможны, вы можете сами. Вот, поэтому, а так, в принципе, мастер-класс чудесный, причем два варианта, да, два варианта брелков, но вы уже поняли, если вяжете пряжи побольше, у вас получится вот такая чудесная игрушка. Вот. Из таких вот игрушек, которые я могу вам показать, это, пожалуй-то, и все, потому что я была в отпуске 2,5 недели. С конца июля я была в отпуске. Это время я проводила на даче. На даче занималась покраской в мамином доме.
У меня там свой дом и плюс еще мамин дом. И в мамином доме надо было красить в мансардном этаже, потому что вы сами понимаете, что дерево, да, оно рассыхается, и, конечно же, его надо пропитывать, чтобы и защищать и от жучков, от разных всяких таких вот вредителей. И плюс, конечно же, дерево темнеет, поэтому надо было эту работу сделать. И я весь свой отпуск практически посвятила. Сейчас я вам вставлю, ну, чуть-чуть, вот буквально тут вот сейчас вставлю кусочки видео. Ну, как бы немножко там сняла, чуть-чуть совсем, чтобы в видео вставить. Вот так столб выглядел до покраски. Тут я уже его помыла, он выглядел еще хуже. Замазюкивала щели. Хотя, в принципе, можно было это и не делать. Вот такое. Так. А вот так столб выглядит после покраски. Вот этот я уже покрасила. Вот видите? Вот так беру в кадр. Ну да, если бы я щели вот эти вот не замазюкивала, как-то так вот эти щели, то можно было бы оставить его и таким столб. Немножечко пройтись красочкой такой, морилочкой. Ну и вот вагонка, пока одним слоем покрашенная. Так, давайте я вот так покажу вам еще столб. Вот так. Вот. И вагонка. Вот так она до покраски выглядит. Вот, это до покраски. А вот здесь уже один слой белой пропитки. А вот здесь, сейчас покажу возле окошка, там уже два слоя. Видите, как отличается? Вот. Два слоя и один слой. Вот так. Так. И у меня был день рождения, попал как раз тоже на мой отпуск. И вот, девочки, скажите, кто любит, если у кого-то день рождения летом, кто любит свой день рождения летом? Напишите, пожалуйста, в комментариях, любите ли вы свой день рождения летом. Я не знаю, я в детстве не очень любила, ну, как сказать, не очень, ну, можно сказать, вообще не любила свой день рождения, потому что, когда в школе праздновали дни рождения детей, то всегда говорили там, кто родился в сентябре, это самое, встаньте, там, ну, короче, вызывали их в круг, каравай водили, там, каравай, потом еще дарили какие-то подарки. Ну, в общем, было внимание этим детям уделено, кто в сентябре, октябре, ноябре, ну, то есть вот школьное, когда ходит в школу. Но летнее время, когда кто родился летом, нас всех сгруживали вместе, и это могло быть и человек 10, а мне хотелось, ну, не знаю, я, может быть, такая сама по себе, мне хотелось именно внимания, чтобы именно мне уделили. У меня день рождения, да, вот как у кого-то в сентябре, в октябре. Сейчас, когда я уже стала взрослая, в принципе, но все равно у меня получается таким образом, что отпуск совпадает с днем рождения, либо у кого-то отпуск, и кто-то уехал и не может прийти ко мне в гости. И вот это вот вечная, вот это вот такая сумятица, грубо говоря. То, если хочешь поехать куда-то, значит, деньги нужны на поездку, а на празднование дня рождения. У меня в этом году красивая дата очень, мне исполнилось 55 лет. Вот, и была бы я уже пенсионеркой, если бы не добавили наши доблестные, сами знаете кто, еще 3 года. Знаю, что в России, по-моему, все 5 добавили, по-моему, да? У вас в 60 уходит, у нас пока 58. Надеюсь, что не добавят. Вот. Ну и вот так вот вкратце вам рассказала. Поэтому у меня был такой вот период, я вроде бы и вязала, но в то же время игрушек у меня как бы вот особо и немного. Сейчас вам покажу еще. Еще хочу рассказать вам про один брелочек. Сейчас на экране
появятся фотографии, и я немножечко расскажу вам. Тоже я вам показывала как-то, ну, рассказывала точнее про девушку, которая заказывает мне брелочки. Она заказывала морковку, я вязала перчик, вишенки, баклажанчик. Помните, показывала вам? И вот она же мне и заказала связать брелок, как же он называется? Вот вылетело с головы, сейчас минутку. Брелок называется Мифи. Или Мафи. Мифи, я, может быть, правильно произношу. Напишу вам сейчас на экране, как называется. И я такие брелки, в принципе, видела и в продаже. У нас в строительных магазинах, прямо на кассах лежат такие брелки. Я так понимаю, что есть официальный канал в Инстаграм. Это зайчик такой. Мифи, Мафия, Мифи. Зайчик. И там, короче, этот вот зайчик в разных-разных образах представлен. И тот образ, которым попросила связать меня девушка, вы сейчас видите на экране. Смысл, что вот картина, девушка с серьгой с такой, да, и вот, значит, я должна была связать похожий образ. Что у меня получилось, вы видите сейчас фотографии. Мне было интересно работать над этим заказом. Вязала я полностью этот брелочек сама связала сначала зайку, вы видите на экране само тельце, это просто сделать, а дальше уже вязала вот этот вот на голове тюрбан, потом как бы с тюрбана этого выходят волосики, по-моему, там. Ну, в общем, вот такой вот брелочек у меня получился в итоге. Девушка осталась довольна, и на этом как бы вот связала этого зайку брелочек, связала вот этого котика из игрушечек и еще енотика. Енотика голову связала. Сейчас он, по-моему, здесь у меня близенько. Так, вот посмотрите. Вот такой вот енотик. Голову связала полностью, оформила носик, приклеила глазки. И здесь вяжется как жаккард. Как жаккард, никаких накладок, ничего. Светло-серый цвет, серый, темно-серый цвет. Вот. Глазки 8 мм. Бесплатный мастер-класс нашла в Телеграм. Называется «Енотик в худи». Енотик в худи называется. И вот такой вот чудесно. Это вообще иностранный, я так понимаю. И там перевод. Дан перевод этого мастер-класса. Вот. Ну, думаю, будет чудесный, симпатичный енотик. Будет вот такой вот. Но вязать, если честно, саму голову было сложновато. То есть получается 3 нити. Надо все время перекладывать, ниточку перекладывать надо. И чтобы не было сильного утолщения, может быть, надо было сразу вязать 3 нитями. И тогда, чтобы было однородное, да. Если присмотритесь, посмотрите. Вот здесь какие у меня столбики. И сверху. Видите? Сверху здесь одиночная ниточка. И еще там внутри ничего не спрятано. А здесь уже у меня внутри проложена еще одна ниточка. И столбики уже такие, видите, пухленькие. А если бы там внутри было еще 2 нити, было еще бы пухлее. Поэтому я одну нить обрезала и потом присоединяла, либо протягивала, прокладывала так, чтобы было не в натяг, чтобы она шла так вот по голове внутри, чтобы, ну как-то объяснить правильно, не знаю. Вот, ну, чтобы не было натяжения, чтобы когда набиваем холофайбер, не мешала там эта ниточка. Вот таким вот образом. Ну, с трудом я, если честно, вывязывала вот это вот. Я умею вязать жаккарды, могу вязать и 3, и 4, и 5 нитями, но в игрушках это совсем другое. Совсем другое, потому что сами столбики-то должны быть однородные. Поэтому если сверху мы начинаем одиночной ниткой вязать, а потом здесь вот все равно эти столбики увеличиваются, то это уже как бы не пропорционально, не совсем пропорционально. Но в целом, мне кажется, голова в принципе получилась. Получилось неплохо. Дальше, надеюсь, что в следующем видео я вам уже покажу вам готовый
готового енотика. Вот. Ну вот, все с игрушками, в принципе, я вам показала. Игрушечки. И что еще? Еще хочу показать вам воротничок. Связала воротничок, потому что я смотрю девочек, смотрю Дашу с канала Wool and Mood. Она мне очень нравится. Я неоднократно про нее вам рассказывала и очень всегда покупаю ее мастер-классы, вижу игрушки по ее мастер-классам. И, значит, она одно время говорила, что она пока от игрушечек отошла, ну, в сторону немножко их отложила, потому что нужна какая-то перезагрузка, да, нам всем это нужно. Бывает, надоедает вязать все время одно и то же, и хочется связать что-то другое. И она показывала воротнички. И когда она их показала, я просто растаяла. Растаяла тоже. И думаю, ой, все, хочу связать воротничок. И канал Audrey Studio, который говорила Даша, я тоже смотрю. И смотрю этот канал достаточно давно. Очень мне нравится тоже этот мастер. Мастер вообще великолепный мастер, потому что она вяжет и спицами, вяжет и крючком, и игрушки, чего только она не вяжет. Просто рукодельница от Бога, как говорится. Сейчас я вам покажу. Вот я начала вязать этот воротничок в таком вот цвете. Когда вот увидела у Даши, она там вязала другой воротничок. Вот, Даша вязала другой воротничок, но мне понравился очень вот этот. Я зашла на канал в Audrey Studio, посмотрела, какие мастер-классы у нее есть, и мне очень-очень понравился вот такой воротничок. Я видела его еще и на Pinterest, видела, но схему я не нашла. И вообще, если честно, то, наверное, было бы и сложно по схеме его связать. Поэтому большое спасибо Audrey Studio каналу, что есть такой мастер-класс. Вот, очень интересный. Но, посмотрите, я его не довязала. Этот воротничок почему не довязала? Во-первых, начала вязать очень большой, посмотрите, вот как это, обхват. Большой обхват начала вязать. Почему начала вязать большой? Потому что начиталась комментариев. Ну, я, как правило, всегда так почитываю комментарии, прежде чем приступить вязать по мастер-классу. И девочки там писали, ну, как бы рукодельницы, мастера, писали, что только на ребенка они писали вот по обхвату шеи, что там типа мало и все такое. Поэтому я стала вязать на большее количество, полагая, что у меня очень тоненькая ниточка, потому что сама Audrey Studio мастер вяжет гораздо толще ниточкой. У нее ниточка гораздо толще. А у меня вот она гораздо тоньше, поэтому я так и начала вязать. Но в итоге остановилась, поняла, что нет, не годится, надо распускать. Но получила истинное наслаждение от самого узора. Это просто нечто, очень красиво смотрится. Плюс вот эти ниточки. Сейчас я вам покажу, что это за ниточка. Вот она, эта ниточка. Тут, наверное, может быть какая-то информация, может кому-то вам понравится такой воротничок. Кирова. Так, комбинат имени Кирова. Это хлопок. 100% лилия. 75 грамм здесь, а сколько здесь метров, я не вижу. Вот. Но все равно. В общем, остановилась я на этом и не стала продолжать, потому что мне по обхвату получилось много. Ну, как-то я так вот неудачно начала, как-то вот не посмотрела в зеркало, так на себя накинула. Я на даче была тогда, так накинула. Мне показалось, что нормально на шее. А в итоге, уже провязав такое количество рядов, поняла, что многовато. Поэтому остановилась. Но перевязать всегда можно, правда? А вот ниточка мне по цветовой гамме очень понравилась. И Audrey Studio, кстати, тоже вяжет похожий цвет, у нее там тоже есть, но не такая тоненькая ниточка. А вот эта ниточка, как она ложится, мне очень понравилась. И я, конечно же, все равно связала воротничок, но уже в белом цвете. Сейчас вам покажу. Вот, посмотрите, представляю вашему вниманию. Белый на белом, конечно, может, не очень хорошо видно. Ну вот он, вот такой вот шикарный воротник, просто шикардосный. Так, петельку я сделала, наверное, не сделала я тут еще петельку. Здесь вот он должен быть на пуговичке.
застегиваться сюда. Или на завязке можно сделать. Я его еще не отпарила. Не отпарила еще. И вот такой вот он. Просто красавец. Воротничок красавец. Посмотрите. Это нечто. Очень красиво. Очень. Конечно, свет падает не совсем удачно. Вот. Посмотрите, какая прелесть. Какая прелесть. Просто. А еще когда он отвалится, все вот это распрямится немножечко. И будет очень-очень красиво. Затягивает, очень затягивает. Прямо ряд за рядом вяжешь, вяжешь, думаешь, а как еще, а еще? А следующее, что ж там следующее будет? Как он будет смотреться? Очень красивый. И вот сейчас в школу, да, дети идут, девочки, вот такой воротничок связать на платьишко. Ну, это же просто прелестно, девочки, просто прелестно. Плюс там у Одри Студио на канале очень много разных мастер-классов по вязанию воротничков. Но вот этот мне понравился очень понравился. Поэтому рекомендую вам. Заходите, пожалуйста, вяжите. Я могу оставить, может быть, вы знаете этот канал Одри Студио, а кто не знает, я оставлю ссылочку вам в описании. Я знаю, что тоже и на Дзен тоже есть. Ольга зовут мастера. Ольга есть и на Дзен тоже. Можете поискать. И там тоже. Вот такой чудесный воротничок у меня связался. Ниточки я использовала здесь уже потолще, не такие тоненькие. Но где-то у меня под рукой сейчас нету этих ниточек. Я уже, конечно, наверное, искать не буду. Но видите, насколько разница какая по толщине нити. Вот. Все нужно попробовать, подобрать под себя. И дерзайте, вяжите, потому что красота просто неописуемая. Очень-очень красиво смотрится такой воротничок. Можно связать в любом цвете. Вот. Так, еще покажу вам свой процесс. Это сумочка. Еще вяжу вот такую сумочку. Сейчас я попробую поднять немножечко вот так камеру. Вот такая вот сумочка. Это шнур 2 миллиметра. Шнур 2 миллиметра. Комбинирую вязку. По центру выбрала такой вот рисунок с перекрещиванием столбиков. А здесь такая как путанка. Я таким узором уже вязала. У меня была сумка весна, но там была только одна полоска. Это получается столбик без накида, столбик с накидом. Без накида с накидом, а в следующем ряду наоборот. Там, где столбик с накидом, там без накида, а где без накида, там с накидом. Вот. Вот такая вот будет сумочка по вместительности. Еще я не довязала ее. Вот такие вот ниточки. Ну, не нитки, это шнур без сердечника 2 миллиметра. Вот. Не тянется практически. Такая по вместительности донышко вывязывала сначала. Не очень широкая. И с двух сторон вот эти вот вставки вяжу. Немножечко получается по высоте, не совсем, но потом выравнивается. Вот в следующем ряду здесь я уже перекрещенное вязать не буду, а будет вязаться столбики без накида. Видите, вот такой вот рядочки такие, видно вам по рисунку. Вот. И оно тогда сравняется, высота. Не очень высокую буду вязать сумочку. Именно сумочкой хочу, не шопер, а именно сумочкой. Цвет такой интересный. Так, такой процесс у меня еще. И еще один процесс вам покажу. Ну и в преддверии осени, куда же без перчаток. И я стала вязать перчатки. Вот. Это вот практически одну перчатку закончила, еще не совсем. Ну и, как вы узнаете, наверное, рисунок, да? Мозаика, моя любимая мозаика, то, что я показывала вам варежки. У меня на канале есть видео, как вязать мозаику, ленивый жаккард, да, по кругу. Вот такие переливающиеся, ниточка
Вот эта светленькая ниточка с пайетками. Сейчас немножечко я вам покажу. Вот остаточек. Вот такие ниточки. Не скажу ни, как они называются. Не знаю, этикетки у меня уже давно нету. Лежали у меня в остаточках вот такие ниточки. Тут по составу здесь, по-моему, есть полушерсть, акрил, полушерсть. И вот эти пайеточки, они совсем-совсем такие маленькие-маленькие и совершенно-совершенно не колятся. Абсолютно. Я провязала полностью. Давайте одену на руку. Вот тут вот такое начало. Интересный такой вот узорчик. Так. Вот. Получается вот так. Вот довязала до пальчиков, но я вяжу именно не варежку, а именно перчатки. И сами пальчики вяжу, как мы вяжем амигуруми. Вот. Сейчас покажу вам. Вот такие вот пальчики. Мизинчик. Оп. Потом я их точно так же, как мы амигуруми игрушки вяжем, соединю все вместе. По-разному можно вязать, конечно, эти пальчики. Кто-то вяжет и сразу вот отсюда распределяет пальчики и вяжет, да? Я решила так связать, как амигуруми. Вот. Тут второй у меня связан. И третий, наверное, я еще не совсем довязала пальчик этот. Третий, вот. Ну, еще четвертый надо будет связать. Но потом лучше будет натягиваться, просто сейчас неудобно, не совсем удобно это делать. Да, тут я еще немножко не довязала. Вот, еще остался вот этот. И потом я их соединю, вот эти пальчики, и соединю с перчаткой. Вот, и будет вот такая вот перчаточка. Потом, когда довяжу, покажу вам обязательно, как это будет выглядеть. Вот. По длине достаточно длинненькая такая. И мне кажется, вот такие цвета на осень очень-очень симпатично будет смотреться. Вот такой процесс у меня еще. Это еще только первая перчатка. Еще надо связать вторую перчатку. Вот так. Так, ну что, на этом, в принципе, все. Я вам все показала, все свои процессы, все, что я навязала, чем тут занималась. Вот. Еще раз хочу повторить вам о том, что не забывайте про Дзен. Если у кого-то тормозит YouTube, пожалуйста, заходите на Дзен и подписывайтесь. У меня там канал называется точно так же «Вязаша». Вот, можете таким образом найти, если введете в поиск, либо по ссылочке. Ссылочку я оставлю в описании к этому видео. Вот, поэтому я надеюсь, что кого-то я, может быть, вдохновила либо игрушкой, либо вязанием перчаток, либо вязанием сумочки. Вот. Ну и вяжите с удовольствием, потому что это интересно. Впереди у нас осень, потом зима. На осень можно связать столько всего: и шарфики, и палантины, и шали, и перчатки, и варежки. Поэтому дерзайте, девчонки, вяжите, и мальчишки тоже. Все, на этом я, разрешите, с вами попрощаюсь. Хочу пожелать вам всего самого-самого хорошего, как всегда, чтобы все было хорошо в ваших семьях, чтобы в стране был мир, все живы, здоровы, и это самое-самое главное. Всем берегите себя, всем до скорых встреч, всем пока-пока.